Приветствую тебя, дорогой подписчик! Сегодня мы поговорим о том, как просто из подручных средств собрать компрессор для гаража. Идея сборки появилась у меня после того, как мне бесплатно достался компрессор от холодильника. Итак, для сборки нам понадобится первое – сам компрессор. Если же будете снимать его с холодильника, отрежьте 30 см медной трубки, она в дальнейшем нам понадобится. Второе – ресивер. Ресивер – это прочный сосуд для сжатого воздуха. Сделать его можно из пустого баллона от фреона, тем, что заправляет кондиционеры. Найти его проще всего. Обратитесь в любой автосервис, оказывающий услуги заправки автомобильных кондиционеров, так как пустые баллоны они выбрасывают. В качестве ресивера подойдет красный 50-литровый баллон от пропана. На Авито приобрести его можно за 500 рублей. Далее нам понадобятся запчасти от покупного компрессора. Найти их можно в любом крупном строительном магазине в отделе электроинструмента. Лично я все необходимое заказал в одном месте на всеинструменты.ру. Нам понадобится реле давления, регулятор давления, переходник Rapid, предохранительный клапан на 10 бар, манометр от 10 до 12 бар, влагоотделитель, а также 4 маленьких колесика. Для облегчения сборки и поиска деталей обращаемся в любой магазин сантехники. Приобретаем все по списку. Все детали необходимо будет соединить согласно схеме. Для надежности и герметичности резьбовых соединений желательно использовать специальный клей-герметик. Немаловажной деталью нашего компрессора является воздушный фильтр. Очень удачным решением будет использование бензинового фильтра от классики стоимостью 50 рублей. Также в автомагазине приобретаем вакуумный шланг. Площадку, на которую будем крепиться компрессор и ресивер, выполним из фанеры, либо древесно-стружечной плиты. Для крепления ресивера я использовал стальную ленту. Итак, мы нашли все необходимое, приступим к сборке. Просверлим в ресивере 3 отверстия диаметром 10 мм. Наждачной бумагой зачистим места для сварки. Приварим в отверстие ниппель. Прикрепим купленные колесики к фанере. На получившейся тележке зафиксируем ресивер. Компрессор от холодильника фиксируется саморезами. Одеваем на втягивающее отверстие компрессора наш бензиновый фильтр. Соединение я произвел через кусочек вакуумного шланга. На втягивающий конец компрессора надеваем шланг гибкой подводки. Шланг следует откусить по месту. Крепление к патрубку производится на червячный хомут. Теперь собираем узел автоматики. Вкручиваем в отверстие реле давления предохранительный клапан, манометр, регулятор давления. К регулятору давления подсоединяем переходник Rapid. Завершающим этапом соединяем элементы сантехники и крепим к ним заранее собранный узел автоматики. В самом начале видео я говорил о куске медной трубки. Ее функция заключается в сбрасывании давления. После того, как компрессор накачает воздух в ресивер, реле давления открывает клапан, через который сбрасывается давление в системе нагнетания. Делается это для того, чтобы облегчить запуск компрессора, так как под давлением он не запустится. Крепление трубки осуществляем в самом конце. Для этого необходимо один конец трубки расширить, как на рисунке. Сделал я это при помощи стального шарика и молотка. И соединить расширенный конец с реле давления. Второй конец соединим со штуцером через вакуумный шланг. Наш компрессор готов, но для того, чтобы его хватало для работ, выполняемых в гараже, мной был предусмотрен вариант подключения дополнительного ресивера через кислородный шланг. Поэтому сверхперечисленного докупил 2 пропановых баллона на 50 литров, 15 метров кислородного шланга, переходник быстросъемный на шланг для подключения пневмоинструмента, тройник для объединения баллонов, 2 шаровых крана на 1/2, 3 штуцера на 1/2, тройник на 1/2, хомуты червячного типа. Собрав все воедино, получится настоящий большой компрессор. Как любой механизм, мой компрессор наделен плюсами и недостатками. К плюсам отнесем первое. Это стоимость сборки, равная 5500 рублей. Это приблизительно в 2 раза ниже компрессора того же объема.
Второе – это шум от работы, ведь шумит он не громче холодильника. Третье, и, пожалуй, самое важное – это надежность, так как надежность советских холодильников не вызывает сомнений, а значит, что прослужит он очень долго. Что касается автоматики компрессора, то тут все зависит от вашего выбора. Ведь цена того же реле давления начинается от 500 и заканчивается 3000 рублей. Четвертое – высокая ремонтопригодность. Ведь в случае поломки проблемы с запчастями не возникнет. Теперь перечислим минусы. Первое – это низкая производительность. Данный недостаток компенсирован большим ресивером. Второе. Компрессор от холодильника имеет свойство постепенно выплевывать масло. Данная проблема решается контролем через влагоотделитель. Необходимо следить. Соответственно, количество собранного масла доливаем обратно и заливаем только свежее. Вот что не сказал, масло в компрессоре я заменил на трансмиссионное АТФ. Подытожу. Использую уже на протяжении полугода. Работает исправно, подключаю любой пневмоинструмент. Ну что, пришло время, так сказать, испытать наш компрессор в бою. И для этого я буду использовать приобретенный мною по случаю гайковерт Фубок. Все ссылочки в описании. Все инструменты.ру. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, не стесняйтесь ставить палец вверх, задавайте вопросы. Пока.